Остались ли у нее чувства к тебе? Давай посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, настраивайтесь на расклад. С вами Вика. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личные расклады и на диагностику негатива телефон под видео. Вы человек очень такой, знаете, впечатлительный, очень чувственный, даже, может быть, ранимый в каком-то смысле. Вы можете близко брать все к сердцу, вы можете переживать, ну, по поводу и без повода, да, и даже из-за всяких мелочей. Вы можете себя накручивать, из-за этого не спать ночами. То есть вы человек, который много чего, даже лишнего, пропускаете через себя. Ну, такой уж вы душевный человек, сердечный, да, вы не можете оставаться равнодушным, вы не можете быть безразличным к чужому горю, к чужой беде. Вы человек, который исключительно по жизни опирается на свои чувства и эмоции. То есть это не значит, что вы не обдумываете какие-то моменты, но, в принципе, в большинстве своем вот вы руководствуетесь своей душой, да, вот кому лежит душа, вы будете больше как-то склоняться, да, вы будете общаться скорее с теми людьми, даже с женщинами, в общем-то, тоже, кому лежит душа, да, вы не будете какие-то планы строить, захватывать кого-то по какой-то выгоде. Вот душа, исключительно душа. Ну и, конечно же, такого же отношения душевного, да, вот искреннего вы ждете от окружающих. Вы человек, который, в общем-то, имеет такие лидерские качества. Вы хороший организатор, вы хорошо можете рассказывать, обучать. Возможно, даже у кого-то работа проиграется, что вы, допустим, занимаете какую-то преподавательскую должность. Может быть, у вас ученики бывают периодически. Даже если у вас и не связана работа с обучением других, вы ну, настолько владеете вот ораторским мастерством, настолько интересно можете рассказывать. Даже в компаниях, к примеру, можете какие-то, пусть даже смешные, юморные истории рассказываете, и все сидят, открыв рот. Это на самом деле очень важное качество, потому что далеко не каждый человек умеет и грамотно, и интересно рассказывать, да. Есть люди, которые двух слов не свяжут и сидят, бэкают, мэкают, и их вообще не интересно слушать. Это очень важная черта ваша. Вы человек, который любит скорость. Возможно, связана ваша жизнь либо с дорогами, да, вот часто, может быть, ездите. Если вы за рулем, вы любите быструю езду. Возможно, вы увлекаетесь, либо же раньше увлекались какими-то экстремальными видами спорта. Возможно, вы просто даже любите смотреть гонки, да, вот этих всех Шумахеров, то, что раньше было модно, да. Вы человек, который любит держать все под контролем. В общем-то, ну, здесь могут у кого-то проиграться немножко такие, ну, сродни диктаторским ноткам, да. Я не говорю, что это очень плохо, да, но вы вот как настоящий мужчина любите быть всегда в курсе всего. Но не для того, чтобы кого-то там нагибать, там обижать и так далее, а просто чтобы знать обстановку, знать где, что, как, чтобы, если какая вдруг проблема, чтобы вы тут же, как мужчина, ее решили. Вот только для этого, да, где-то, ну вот, если, к примеру, вот самая такая бытовая штука, вы должны четко вот знать, где у вас что поломалось, вы сразу же там либо сами ремонтируете, либо вызываете. Если где-то что-то опять же пошло не так, там закончились продукты, еще что-то, вы сразу же все это решаете, либо же сами едете, либо заказываете еду. Ну, то есть вы все, как такое, знаете, всевидящее око, вы должны владеть полностью информацией, которая тем более касается вашей семьи, ваших близких. Вы, возможно, даже обижаетесь, если вам, ну, что-то не договорят, не дорасскажут. Даже, знаете, вот бывают родители, там, либо дети, порой не все рассказывают, просто чтобы не расстраивать вас, да. И вот такие ситуации, они вас обижают, потому что, ну как, я же должен знать, да, я же, может быть, чем-то мог бы вам помочь, вот в таком плане.
Вы человек, который либо же много чего добились в этой жизни, либо все-таки вы еще идете на пути к своей цели. У вас такие вот стоят грандиозные планы. Возможно, вы уже длительный период идете к этим планам, ну, по поводу того, чтобы как можно больше заработать. Но заработать не для себя любимого, а вам всегда хотелось много зарабатывать вот именно для женщины, для любимой женщины. Но вот с женщинами вам, к сожалению, не очень-то повезло, ребят. Потому что в большинстве своем, то, что я вижу, по крайней мере, вот женщины как-то вам попадались то ли такие эмоционально холодные, ну какие-то вот то ли скандальные, да. Женщина, которая могла не очень хорошо к вам относиться. Ну, не будем мы слишком сюда углубляться, то есть я к чему это говорю, что вы всегда стараетесь, неважно, сейчас вот кто-то живет с женщиной, кто-то уже в прошлом она, да, поскольку это общий расклад, вы всегда старались для женщины, для дома, да, вот ставили эти грандиозные планы, чтобы как можно больше заработать, чтобы как можно больше ей там купить, свозить куда-то, какие-то приятности сделать. Но тем не менее получали холод, какие-то конфликты, придирки и скандалы в ответ. Поэтому здесь есть такое разочарование. Давайте-ка сделаем маленький опрос как раз по этому поводу, ребят. Было у вас такое в жизни, что вот вы ради женщины, ну, готовы были звезду с неба, да, старались, впахивали, работали, а в ответ получали черную неблагодарность? Вот напишите, у кого это проигрывается. Ну, что сказать, то, что многие из вас пережили измену, это однозначно, но то, что меня радует, то, что, несмотря на то, что как бы вот судьба злодейка вас уже не единожды как бы испытывала, да, есть среди вас те, кому, возможно, делали больно 2-3 раза в жизни, то есть это не один брак был, либо не одни отношения, но вы все равно как-то с надеждой подымались, да, вот с коленей вы подымались и шли вперед с надеждой, что все равно вот я встречу рано или поздно свою новую любимую. Вот то, что вы не зацикливайтесь на этой боли надолго, это уже очень классный такой знак. Плюс, смотрите, опять же мне показано, что многие из вас, ребята, имеют сами какое-то вот магическую силу, магическое влияние на людей вы имеете, да. То, что интуиция хорошая, это 100%, но я бы советовала вот вам развивать. Не бойтесь, и это вам и поможет. И, в общем-то, даже кому-то может стать заработком. Ну, давайте-ка теперь посмотрим, мои хорошие, остались ли чувства у женщины. Давайте сначала посмотрим, что за женщина пришла к нам на расклад. Эта женщина сама либо же занимается, либо ходила куда-то к каким-то колдунам. Это женщина, которая причинила вам много боли. Я уже так подозреваю, что опять же это ваша бывшая. И мы посмотрим. Просто вот, знаете, почему-то мне захотелось сделать этот расклад, потому что я знаю, среди вас есть те, кто все-таки не отпустили еще прежние отношения. И я думаю, вам тоже кому-то будет интересно, вот отпустила ли вас бывшая, есть ли у нее чувства к вам, да, потому что то, что, допустим, если вы общаетесь, она может говорить вам одно, а в душе у нее совсем другое. И такое, кстати, даже очень часто бывает. То, что она скрытная, то, что она не очень-то порядочная, то, что она хладнокровная, слишком много вранья в ее жизни, она врет, как дышит. Эта женщина врала не только вам, а вообще всем окружающим. Она такой профессионал во вранье. Там, где она, там скандал. Она может быть сама вспыльчивая, она может быть огненного знака зодиака, она может быть такая очень импульсивная, она может в порыве гнева, злости, она может всяких гадостей наговорить, а потом сама пожалеть, она может извиниться, но уже, в общем-то, что сделано, то сделано. Она колкая на язык, она не думает о последствиях, обидела она кого-то или нет. Особенно, когда вот она на пике эмоций, но здесь лучше под горячую руку ей не попадать.
Напишите, ребят, у кого было такое счастье в виде такой женщины. Я, конечно, в шоке. Вот мой шок в шоке. Если кто-то из вас жил с такой женщиной, ну, это реально, наверное, жизнь как на вулкане. Давайте-ка посмотрим теперь, остались ли у нее чувства, да, вот как она к вам относится на сегодняшний день. Злится, злится. Вы, в общем-то, злитесь друг на друга. У нее есть злость и на вас, и злость на саму себя. Она прекрасно понимает, что косяков с ее стороны очень много, вранья с ее стороны очень много. У нее есть подружки, либо приятельницы, может быть, коллеги по работе, с которыми она зависает, обсуждает, пара-тройка человек, которые ей могут советовать, которые могут ее, ну, так, подначивать, подстраивать, да, вот вливать в уши разную информацию, что ей делать, как ей делать, особенно за рюмочкой чая, когда они собираются. Ну, то есть такие вот подстрекательницы. Очень часто они советовали то, что совсем не нужно советовать. Порой она их слушала, и, конечно же, это было не в ее пользу. Они ее и подстрекают как раз и на то же самое вранье, что вот там, допустим, сходи налево, да, там тихоря, никто не узнает, муж не узнает, вот в таком духе. Они ее вот на вранье даже в большей степени подстрекали. В том смысле, что вот они еще могли говорить, что вот живи для себя, кайфуй для себя, но это делай как-то втихаря, чтобы никто не знал, понимаете? Ну, то есть такие подружки гнилые, но по-другому я их никак не могу назвать. Злиться на вас, злиться на саму себя, что, в общем-то, то, что она делала, можно было делать как-то более умно, более втихаря, вот как ей подружки советовали, и злиться, что она много чего потеряла. Вот то, что она имела с вами, она потеряла. У кого-то это, возможно, даже дом потеряла, да, потому что если это ваш дом, то ей пришлось уйти. У кого-то проиграется, что она потеряла материальный достаток, да, ну, то есть тот комфорт, все то, что она имела с вами, она, естественно, это потеряла. Злиться на вас, злиться, знаете почему? Да потому что вы ее не возвращали, да потому что вы не делали никаких шагов. Вы видите, вот ей хотелось бы, да, вот ей внутренне в душе хотелось бы вернуть это все, и хотелось бы ваших действий, ваших активных действий по ее возвращению. Но это и смех, и грех, конечно, да, вот думать такие. Я не знаю, как у человека, какие мысли такие посещают, и где вообще совесть у такого человека, который сам косячит, сам доводит до развода, а потом еще мечтает, а почему он меня не вернул, да? Поэтому вот она злится, что, ну как это, вы ничего не делаете, вы как этот вот рыцарь жезлов, да, который должен активно возвращать ее, возвращать в семью, возвращать в отношения, а вы ничего не делаете. Она не понимает, как это. Либо же она до сих пор думает, что вы настолько сильно ее любили, что вы должны были простить ей все. У нее в голове не укладывается, а как это, а почему это вы ее не прощаете, почему вы ничего не делаете. Ну, то, что я вижу, возвращать, в общем-то, вы ее не собираетесь, потому что вранье для вас неприемлемо, вранье для вас это табу. Ну и, конечно же, вранье — это не ваша история. Вы никогда не будете жить с женщиной, которая врет, тем более ходит налево. Да, вот посмотрите, постоянно выпадает, она мечтает о примирении. Но если вы заметили, здесь не выпало ни одной карты, что она вас любит. Да, она скучает, да, она ностальгирует, но она ностальгирует скорее не по вам. Она ностальгирует по тем ощущениям, которые она испытывала рядом с вами, по той короне, которая у нее была, по тем, возможно, каким-то удобствам, благам, может быть, подарки, поездки, да, у кого что проиграется. Слишком сильно ее кружили, слишком сильно ее любили, и сейчас ей не хватает именно вот этих вот ощущений. Завралась, загулялась, заигралась, одним словом.
Ох, как ей хочется снова стать вашей императрицей. Ну, то есть, смотрите, в течение всего расклада вокруг да около вот смысл один и тот же. Крутится, вертится, вот все карты об этом говорят, что она хочет возобновления отношений. Она хочет снова стать вот вашей единственной, неповторимой. Она хочет, чтобы ее снова любили, кружили. И она еще надеется. Вот маленькая доля надежды у нее все-таки осталась. А вдруг вы прозреете, а вдруг вы соскучитесь, да? Но я думаю, скучать за ней вы не собираетесь. Пройдет немножечко времени, и когда у нее финансы совсем уж будут петь романсы, и она поймет, что либо она сама будет впахивать, как папа Карло, и зарабатывать деньги, либо же она будет в печальном финансовом положении, ну, здесь ее одолеет, конечно, вообще грусть, печаль, тоска. Здесь ей уже будет даже не до любовных утех, не до ее ухажеров, не до каких-то развлечений, потому что вот она реально запуталась в этой жизни. Она завралась, она запуталась. Мужчин, таких вот, как она мечтала, что очереди будут стоять, у нее не будет. Она такая, знаете, она дама, которая всегда будет приспосабливаться к богатым людям. Она, может быть, даже с детства, она мечтала выйти очень успешно замуж. А здесь еще мама ее подстраивала, подначивала, подговаривала, что вот, доченька, муж должен быть такой обеспеченный, который даст тебе все, золото, бриллианты, шубы и так далее. Она мечтала, что и вы это сможете ей дать, но поскольку вот именно то, о чем она мечтала, эти золотые горы, как-то вот она то ли не получила, то ли ей было все мало и мало. Вот вы ей что-то давали, да, каждый в меру своих возможностей, и было все мало и мало. Ей хотелось большего, ей хотелось каких-то развлечений. Плюс еще, ребят, смотрите, у кого-то может проиграться даже ситуация, что насколько ей вот было кайфово вот в этих отношениях ваших, настолько она, ну, как-то расслабилась, настолько она поняла, что вот она за вами, как за каменной стеной, ни о чем больше думать не нужно. Ей еще стало скучно. Поэтому ей захотелось приключений, поэтому начались походы направо, налево, плюс эти подружки, которые ее подговаривали, да, вот втихаря сходи там куда-то, гульни где-то там. А этот вот, не буду говорить нехорошее слово, пусть сидит и ждет тебя верно дома, да, с подарками, с деньгами. Мерзко это все, неприятно, противно. Поэтому вот я сейчас хотела бы обратиться к мужчинам, которые продолжают ждать свою прежнюю женщину, да, которые ждут ее, но ничего не делают. Я вам скажу, слава богу, что вы ничего не делаете, не возвращаете ее. Потому что сама она человек непорядочный, сама она человек, ну, с гнильцой уж, простите, ну, не могу я ее назвать по-другому. Вот даже сейчас, да, я почему-то думала, что выпадет, что вот она поняла, что она вас любит, да, вот как-то ностальгирует именно по вам, не по деньгам и не по тем благам, которые вы ей давали. А вот именно ей хочется, чтобы опять же ее кружили, чтобы опять ей давали все то, что вы ей когда-то давали. Зажравшийся человек, оборзевший человек, ну просто бессовестный человек. Простите, если кого-то я обидела, если кто-то там будет возмущаться, да. Но это мое мнение, и я имею на него право. Я не конкретно какую-то женщину сейчас вот обсуждаю, да, я в общем-то вот женщин такого типажа я не люблю. Я не люблю изменщиц, я не люблю предательниц, я за верность, я за порядочность и за взаимность. Поэтому, ребят, вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!